Ночь белой луны. Автор Велзы. Читает Кэт Вилд. Пэринка персонажа. Ким Нам Джун, Пак Чи Мин, Чон Чонгук, Ким Тэ Хён, Чон Хасок Мин Йонги, Ким Сак Джин. Размер 174 страницы, 22 части. Метки. АУ. Ангст. Вымышленные существа. Драма, дружба, изнасилование 18+, исторические эпохи, мужская беременность, насилие, оборотни, омегаверс, фэнтези, элементы юмора, элементы стёба. Описание. Они не люди. Говорят, что они как твари живут в норах и питаются свежей кровью и плотью. Альфы рвут и терзают друг друга, чтобы победитель спарился с очередным омегой на глазах у всего их ублюдочного потомства. У них нет дома, нет семьи, нет святынь. Они хуже зверей. Они оборотни. И помни, хорошенько запомни, Чимин, если встретишь одного из них, никогда не смотри ему в глаза. В них ты не увидишь ни сострадания, ни жалости. Пролог. Старик, нервно подергивающими руками, на миг приоткрывает дверцу печи, чтобы забросить еще пару сухих поленьев, и с громким стуком захлопывает ее вновь. Ласково зовет внука. «Чимини, подойди ко мне, погрейся». Маленький светловолосый Омешка робко подходит ближе. В доме невыносимо душно, но их обоих трясет, как в ознобе. Он усаживается на дочисто выскобленный деревянный пол, подставляя лицо под обжигающее дыхание печи, и трет заледеневшие ладошки. Невольно вздрагивает, когда дедушка ставит рядом с ним низкую скамеечку и тяжело садится на нее. Омешка благодарно кивает головой, принимая из рук старика горячую, исходящую паром, кружку с брусничным взваром. Июнь давно вступил в свои права, стряхнув на землю лепестки цветущих деревьев, и питает соком зеленые завязи плодов. Дни пронизаны жаром солнечных лучей, а ночи несут в себе желанную прохладу. Но в этот вечер вся деревня, словно вновь окутанная январской стужей, топит печи. Нет на свете такого тепла, что могло бы согреть людей, ждущих прихода волков. «Ночь белой луны», — тихо воет старик, обхватывая скрюченными пальцами свою поседевшую голову, и Чимин тихонько всхлипывает и жмется к его ногам. Никто не помнит, когда был заключен союз между оборотнями и людьми. Никто не знает, чей извращенный разум составил этот договор, что прошел сквозь века, скрепленный кровью отданных в жертву омег. 10 людских поселений, каждое по строгому порядку, раз в год приносит живую дань, сохраняя хрупкое перемирие. За окном раздается истошный лай и вой собак, почуявших запах зверя. «Они всегда приходят только ночью», — шепчет старик, с тоской поглядывая на захлопнутую дверь, в которую сегодня вышли трое. Идут молчаливой толпой, освещая свой путь факелами. «Зачем они им, дедушка?» — изумленно округляет мокрые глаза Омешка. «Разве оборотни не видят в темноте?» Огонь в их руках — напоминание о расплате, которое понесет каждое поселение, отказавшееся отдать своих омег. «А омеги им зачем?» — не успокаивается Чимин, поджимая дрожащий подбородок. «Никто не знает этого, мой хороший». Старик, пытаясь утешить, проводит ладонью по мягким светлым волосам, и Омешка утыкается лицом в свои колени, пряча нахлынувшие слезы. Раз в 10 лет они приходят в нашу деревню, раз в 10 лет выбирают из выведенной на площадь толпы самых красивых омег и уносят с собой в лес, в непроходимую чащу. Но все знают, ушедшие с волками никогда не возвращаются. «Мой брат красивый», — испуганно шепчет Чимин, приподнимая голову. «Они и его...» От полученного тяжелого подзатыльника Омешку клонит вперед, и он больно бьется носом об колено. «А ну, замолчи!» — вновь замахиваясь, зло шипит старик. «Замолчи, я сказал! Не смей такое произносить вслух! Не зови беду!» Малыш шумно шмыгает носом и наспех вытирает влажное лицо подолом рубахи.
боясь теперь не только говорить, но даже плакать. Повернув голову, пристально смотрит через распахнутые деревянные ставни на льющийся холодный свет полной луны, тускло озаряющий сад и тропинку, ведущую к калитке. «Они не люди», — продолжает старик. «Дикие животные, не знающие ни стыда, ни любви, ни родственных уз. Говорят, что они, как твари, живут в норах и питаются свежей кровью и плотью. Альфы рвут и терзают друг друга, чтобы победитель спарился с очередным омегой на глазах у всех их ублюдочного потомства. У них нет дома, нет семьи, нет святынь. Они хуже зверей. Они оборотни. И помни, хорошенько запомни, Чимин, если встретишь одного из них, никогда не смотри ему в глаза. В них ты не увидишь ни сострадания, ни жалости». Амешка резко вскакивает на ноги и подбегает к окну. Опираясь на руки, залезает на широкий подоконник, чтобы лучше разглядеть бредущих по тропинке людей. Не скрывая волнения, соскальзывает на пол, подбегает к двери и широко распахивает ее, впуская в дом отца, который практически волочет отчаянно вцепившегося в его запятнанную красным рубаху старшего брата и судорожно всхлипывающего папу. Его не выбрали, сдержанно объясняет отец засуетившемуся дедушке и укладывает на кровать обессиленного всем случившимся этой ночью старшего сына. Они забрали 5. Родители одного из них обезумели от горя, попытались забрать их из грязных лап своего ребенка. И вот. Альфа брезгливо оттягивает заляпанную красным ткань на своей груди, и Чимин чувствует, как от страха в приступе тошноты у него сводят все внутренности. Это вовсе не капли ягодного сока, как ему показалось вначале. «Они их убили», — шепчет отец дедушке, тревожно поглядывая на побелевшего Чимина. «Разорвали на части, пообещав, что эта участь ждет каждого, кто встанет у них на пути». Маленький Амешка, пытаясь отогнать страшные образы, мелко трясет головой и неуверенно подходит к старшему брату, над которым хлопочет папа, взбивая подушки и предлагая воды. Чимин неотрывно смотрит на него, лицом к лицу встретившего тех, кто приносит смерть, и сумевшего вернуться обратно. Молодой Омега, постепенно успокаиваясь и приходя в чувство, запускает руку за ворот своей праздничной, расшитой заботливыми руками папы рубахи. Крепко сжав кулак, дергает в сторону, срывая со своей шеи тонкий плетеный ремешок. «Чимини!» — тихо зовет Омега брата, и когда тот встает напротив, вкладывает в его ручонку то, что зажимал в своей ладони. «Он защитил меня от их взора, помог вернуться домой. Когда придет час, пусть и тебе он тоже принесет удачу». Чимин, внимательно разглядывающий лежащий на своей ладони небольшой амулет, крупно вздрагивает и смотрит слезящимися глазами на вновь притихших родителей. Оборотни приходят раз в 10 лет. Они выбирают омег среди тех, кто уже прожил 16 зим, но не старше 20. Прошедшая зима была 7-й для Чимина. Через 10 лет ночь белой луны настанет для него. Глава 1. Чимин тщательно споласкивает в холодной воде и кидает в широкую плетеную корзину очередную рубаху отца. Подносит к лицу руки и дышит на сводящие судорогой пальцы. Июньское солнце припекает спину, но быстрый ручей никогда не прогревается, и Омега присаживается у воды на теплый камень, чтобы отогреть ладони и растереть заледеневшие ступни ног. «Что расселся, лентяй?» — негромко начинает ругаться пожилой Омега, полощущий свое белье в паре метров от Чимина. «Надеешься, что оборотни придут и за тебя достирывать станут?» От одного лишь упоминания об оборотнях все пришедшие на берег ручья омеги цепенеют в немом ужасе. Чимин испуганно окидывает их взглядом, совсем юных и проживших много зим, но одинаково безулыбчивых и удрученных. Уже завтрашней ночью взошедшая на небосклон полная луна осветит белым сиянием пыль деревенской площади, и вышедшие из леса твари
выберут новые жертвы. От этих мыслей Чимин затравленно дергается и задевает непослушной рукой стоящую перед ним корзину. С громким плеском уходят под воду и утягиваются быстрым течением выполосканные отжатые рубахи и штаны. «Вот растяпа!» — вновь начинает зло отчитывать пожилой Омега, утирая рукавом долетевшие до его лица брызги. «Что глаза вылупил? Собирай скорее вещи, пока ручей не унес!» Остальные Омеги словно не видят и не слышат всего происходящего. Сгорбившись над водой и плотно сжав губы, усиленно водят по ней собственным бельем, крепко держа его руками, и даже не пытаются поймать проплывающие мимо чужие вещи. С тяжелым вздохом Чимин быстро подворачивает штаны выше коленей и, сцепив от холода зубы, заходит в ручей. Ступая босыми ногами по больно режущим острым камням, бежит вниз по течению, закидывая на плечо отловленное тряпье, и дрожит от липнущей к телу льняной рубахи, что напиталась ледяной водой. Последнюю вещь он забирает из рук молоденького Омеги, все это время стоящего поодаль от остальных. «Спасибо, Тэхён», — бурчит Чимин, отводя свой взгляд, и лицо зашедшего вслед за ним в воду Омеги расплывается в счастливой улыбке. «А какие они оборотни?» — с нескрываемым любопытством интересуется Тэхён, заглядывая в лицо бредущего рядом Чимина. Тот ненадолго останавливается, чтобы переложить тяжелую корзину в другую руку, и вытирает ладонью выступивший на лбу пот. «А мне откуда знать?» — отвечает недовольно. «Сам их завтра впервые увижу». Тэхёну чужое недовольство, как с гуся вода. Он продолжает кружить вокруг Чимина, то забегая вперед, то оставаясь далеко позади, залюбовавшийся пролетевшей мимо бабочкой или случайно увиденным на краю дороги цветком. Из его закинутого на плечо легкого мешка непрерывно срываются тяжелые капли, но и вымоченные на спине рубаха и потемневшие сзади штаны, кажется, его тоже ничуть не смущают. Вот же бестолочь, беззлобно думает Чимин, глядя на него. «Эй, бестолочь!» Громким окликом разносится по улице мысли Омеги. И Тэхён, болезненно сжавшись, спешит встать поближе к соседу. Их догоняют двое альф, и, судя по злорадным ухмылкам, они настроены как минимум на долгую беседу. Один из них, не слишком высокого роста, но на удивление крепкий и коренастый, по-хозяйски закидывает руку на плечо Чимина, а спустя пару мгновений отходит в сторону и примиряюще поднимает вверх ладони, получив крепкий удар под дых. «Чего дерешься, крошка?» Обманчиво миролюбиво интересуется Альфа и ловит устремившегося к Тэхёну Чимина. «Мы, может, помощь предложить хотели, так сказать, по-дружески, ну или по-соседски». «Ты для начала себе помоги, убогий», — выплевывает в ответ Омега, вырывая свою ладонь и с тревогой глядя на прижавшегося спиной к чужому плетню Тэхёна, к которому медленно подходит второй Альфа, высокий и статный. «И хватать-то своего дружка будешь. Вот прямо сейчас возьмитесь крепко за руки и валите лесом». «Ой, какие мы злые!» — язвительно отзывается Альфа, стоящий поодаль, и едва уловимо проводит по лицу Тэхёна кончиками пальцев, отчего Омега зажмуривается и начинает жалобно скулить. «А вот твой приятель не хочет, чтобы мы уходили. Даже слова нам об этом не сказал. И штаны у него намокли от одного нашего присутствия. Эй, дебил!» Альфа наклоняется к Омеге, опасно приближая свое лицо. «Хочешь познать большую чистую любовь, пока тебя волки не скушали?» Альфа громко смеется над собственной шуткой и тянется рукой, чтобы ухватить Омегу за мокрый зад, но моментально отказывается от своего решения и быстро убегает дальше по улице, утягивая за собой менее сообразительного друга. Едва из распахнутого окна дома напротив раздается грозный голос. «Я вам, щенкам, сейчас покажу большую и чистую. Я вам обоим такой любви под зад надаю, что неделю сидеть не сможете. А ну, пошли вон! И на глаза мне даже не попадайтесь, сукины дети!» Хорошо им, уродам,
об оборотнях рассуждать, со злой обидой в голосе выговаривает Чимин, стряхивая с плеча ладонь пытающегося утешить Тэхёна. Он идет широкими шагами по направлению к уже виднеющемуся дому, даже не оглядываясь на едва поспевающего следом соседа. Не альфам завтра стоять на площади, не их, как скот на рынке, будут осматривать, выбирая кого получше, не им подыхать неизвестно от чего. Действительно, почему бы и не пошутить про волков, если вся твоя задача — сидеть дома и не высовываться? Внезапно сзади раздается какой-то шум, а к оглянувшемуся Чимину подскакивают двое и скручивают за спиной руки. Он видит, как Тэхён от сильного толчка в грудь падает на пыльную дорогу, и над ним склоняется взбешенный Омега. Нападающий встряхивает головой, убирая с перекошенного злобой лица клоками остриженные волосы, и Чимин кривит губы в горькой ухмылке. Когда приближается ночь белой луны, многие омеги, что должны встать в ряд перед оборотнями, добровольно уродуют себя, состригая красивые локоны или пьют ядовитые отвары, от которых кожа покрывается болезненными гнойными нарывами. В желании выжить не жалеют своей красоты. В эту ночь красота для омег — проклятие. Чимин и сам готов в отчаянии расцарапать до глубоких шрамов себе лицо или одним движением отрубить пару пальцев. Но больше страха перед болью и увечьями его душит ужасом мысль, что своим поступком он вызовет гнев оборотней. Люди рассказывали, как один раз, когда волкам было некого выбрать, они убили семьи всех омег, которые посмели уничтожить свою привлекательность. «Я тебе сколько раз повторять должен, не смей приближаться к моему Альфе!» взвизгивает склонившийся над Тэхёном Омега, грозно размахивая перед его лицом кулаками. «Хватит перед ним задом крутить! Видел я, как ты глазки довольно щурил. Еще раз к нему подойдешь, я тебе всю морду расцарапаю, да чтоб тебя волки трахнули, суку течную!» «Уж лучше волк, чем твой Альфа», — дрожащим голосом отвечает Тэхён, пытаясь сохранить хоть немного достоинства, и указывает пальцем на чужие волосы. «А на тебя теперь даже у оборотня не встанет». Чимин громко рычит и дергается вперед, когда Омега сильным ударом в лицо опрокидывает Тэхёна на спину. Он пытается вырваться из крепкого захвата, но с двумя ему не справиться. А Омега продолжает покрывать сжавшегося Тэхёна все новыми ударами и проклятиями. Омега останавливается лишь вдоволь насладившись болью и страхом лежащего перед ним на спине. Тяжело дыша, медленно расправляется в полный рост и вытирает о штаны свои окровавленные руки. «Завтра, когда оборотни плюнут в тебя, скажешь мне за это спасибо», — ухмыляется он с садистским удовольствием, разглядывая чужое разбитое лицо, и коротко кивает своим друзьям. «Пошли отсюда». «Лучше, правда, от рук оборотней сдохнуть, чем продолжать так жить», — тихо плачет Тэхён, когда отброшенный в его сторону Чимин подползает ближе и крепко прижимает к своей груди. «Не говори так, не зови беду», — вспоминает Пак давние слова дедушки, но сосед внезапно вырывается из его рук и, размазывая по щекам слезы с кровью, быстро убегает, чтобы запереться в маленькой покосившейся хибарке, служившей Омеге домом. «Люди словно сходят с ума перед приходом оборотней», — говорит папа, расчесывая мокрые после бани волосы сидящего перед ним Чимина. «Не вини их за это». Он бросает беглый взгляд в окно и сокрушенно качает головой. В стоящей неподалеку хибарки не видно привычного огня зажженной лучины, а из трубы не клубится дым. Тэхёна никто не видел уже сутки. Не то, чтобы о нем сильно переживали, но Омега достиг возраста, указанного оборотнями, и обязан прийти этой ночью на площадь. «Они всегда так к нему относятся», — возражает Чимин. «Или сторонятся, как будто он чем-то болен, или издеваются, зная, что за него некому заступиться». Папа в ответ молчит, тщательно зачесывая волосы сына гребнем. Он пытается отросшими прядками прикрыть его лицо, но так, чтобы все его старания не были очевидны.
Все, что делает в этот вечер семья, подготавливает Чимина к встрече с оборотнями. «Не смотри им в глаза», — дрожащим от волнения голосом дает наставление старший брат. Он давно вышел замуж и живет в другом доме, но сегодня пришел к родителям, чтобы проводить младшего Омегу семьи. Возможно, в последний путь. Старайся привлекать к себе как можно меньше внимания. Стой прямо, не дрожи, не дергайся. Не издавай никаких звуков, если только они тебя ни о чем не попросят. И если повезет, они пройдут мимо. Услышав советы, Чимин лишь криво усмехается. Как не дрожать перед тварями, если уже сейчас в жарко натопленном доме трясет словно в ознобе? Как не издать ни одного вскрика ужаса, когда в лицо будут глядеть чужие нечеловечьи глаза? Не надо выделяться, сам себя убеждает Чимин, переодеваясь в праздничную расшитую рубаху, чтобы никто не смог упрекнуть их семью, что они специально одели сына в отторгающие лохмотья. Но вышивка на ней идет не яркой красной нитью, а едва выделяется в темноте блекло-розовым цветом. «Они не должны мной заинтересоваться», — прокручивает в своей голове в последний раз, протирая шею и запястья крепко заваренным мятным чаем, аромат которого выветрится с кожи раньше, чем он дойдет до площади. Но его охлаждающая свежесть сделает естественный запах омеги слабым и почти неощутимым. Они не выберут меня. Нас в этот раз очень много, а они забирают лишь несколько омег. Чимин пытается успокоиться и усмирить в себе нарастающую панику. Обводит глазами все вокруг, здания и собравшихся людей, словно видит впервые. Сохраняет спокойное выражение лица, держится отстраненно, а самому хочется, как и многим другим пришедшим омегам, выйти в голос и пасть к ногам родителей, вымаливая защиту. Заливаясь слезами, валяться в пыли, разжалобить опухшим и перемазанным лицом тех, в чьих глазах нет ни сострадания, ни жалости. Чимин крепко держит папу за руку, жадно дышит ртом, затравленно оглядывается на заходящую усиливающимся воем толпу и случайно встречается взглядом с Тэхёном. Тот стоит, как обычно, поодаль, глядит из-под лобья, низко опустив голову, скрывая темные пятна на нежной коже. Боязливо вздрагивает, если ровный гул людей нарушается особенно громким одиночным плачем. Но в этот вечер впервые до омеги никому нет никакого дела. Никто не пытается его унизить или наградить брезгливым взглядом. Каждый утопает в своей боли, и никто не замечает, как морщится Тэхён, осторожно трогая подсохшую ссадину на губе или заплывший левый глаз. Глядя на пришедшего соседа, Чимин находит в себе силы оторваться от папы и шагнуть вперед, вставая в пока еще неровную цепочку выстраивающихся омег. Если Тэхён может совладать со своим страхом, то Чимин тем более должен держать себя под контролем. За его спиной остались родители, дарящие нужную поддержку почти ощутимым взглядом. Вдалеке раздается жалобный вой собак, и площадь мгновенно затихает. Никто не хочет вызвать гнев оборотней. Они идут бесшумно, за стоящими домами не видно огней, но по усиливающемуся лаю псов люди понимают, что твари неукротимо приближаются. Они выходят на площадь, освещая густой туман ночи яркими всполохами факелов, и Чимин, бегло скользнув глазами по обнаженным до пояса крепким телам, быстро опускает голову вниз, боясь встретиться с ними случайным взглядом. В их руках нет ни мечей, ни кинжалов. Им не нужно оружие, они и есть сама смерть. Боковым зрением Чимин замечает, как от всех пришедших выступает вперед один альфа. Оборотень неторопливо подходит к стоящему слева омеге, ненадолго останавливается напротив, чтобы в итоге равнодушно развернуться и проследовать вдоль замершего в ужасе ряда. С ленивым интересом рассматривает каждого и неизменно идет дальше. Чимин слышал разговоры людей, что самое удачное место для омеги как можно ближе к краю.
Мол, оборотни никогда не выбирают первых, кто под руку подвернется. Неизменно уходят дальше, чтобы поглядеть на всех остальных пришедших. А к концу выбора, присытившись красотой омег, самых последних разглядывают больше из необходимости, чем из интереса. Чимину от этих рассуждений всегда становилось смешно. Кто помешает оборотням пройти вдоль ряда несколько раз, чтобы определиться со своим выбором? Но многие в этот бред верили, и именно поэтому Тэхён оказывается стоящим ровно посередине строя. Альфа останавливается напротив него, подносит ближе зажатый в руке факел, чтобы лучше разглядеть лицо Омеги, и недобро щурит глаза. «Где его семья?» От прокатившегося по площади рыка, стоящими за спинами омег, их многочисленные родственники невольно отшатываются назад. Альфа, увидев, что никто не отзывается, повторяет. «Я спрашиваю, где семья этого Омеги?» «У него никого нет», — внезапно охрипшим голосом объясняет старейшина деревни. «Он сирота». Альфа слегка кивает головой, то ли показывая, что он услышал ответ, то ли принимая какое-то решение. Тянется свободной рукой и осторожно проводит пальцами по корочкам ссадин. И Чимин испуганно округляет глаза, услышав властное: «Выходи». Тэхён ошарашенно озирается по сторонам, не сразу понимая, что фраза оборотня была обращена к нему. Он беззащитно оглядывается, ища поддержку или сочувствие, но площадь накрывает гробовое молчание. Они же рады, внезапно понимает Чимин, рады, что выбрали именно Тэхёна. От нахлынувшей ярости он крепко сжимает кулаки. Забываясь, где он, открыто смотрит, как соседский Омега делает первый неуверенный шажок навстречу оборотням. Смотрит на жалко сутулиную спину и невольно дергается вперед, когда один из оборотней опускает на его плечо свою большую ладонь. Нельзя привлекать к себе внимание. Чимин вспоминает об этом слишком поздно. Он поспешно выравнивает спину, сливаясь в ровном строю. Но цепкий взгляд Альфа замечает все происходящее. Оборотень, потеряв всякий интерес к тем, кто стоял рядом с выбранным Омегой, направляется прямо к замершему Паку. Бегло рассматривает. «Выходи». Чимин резко вскидывает голову, встречаясь со взглядом желтых глаз. Он слышит, как за его спиной отчаянно заплакал папа, и вспоминает красные брызги, 10 лет назад оросившую одежду отца. Опасаясь, что родители, пытаясь удержать, не выдержат и бросятся следом, Омега делает вперед несколько шагов и практически падает в чужие протянутые руки. Его подтягивают ближе и легко поднимают от земли. Быстро относят к стоящему неподалеку паланкину, который принесли на своих плечах оборотни. Чимин отталкивает от себя поддерживающие его руки. Чуть качнувшись, сам садится на оленью шкуру, что расстелена внутри деревянной коробки, в которой, сжавшись комком, его уже дожидается Тэхён, и крепко зажимает ладонями уши. Подхваченный оборотнями паланкин мягко качнулся, и Чимин не хочет слышать, как жалобно заскулил сидящий напротив Омега. Не хочет слышать, как плачет папа. Но больше всего он не хочет слышать все усиливающийся шепот людей, которые очень скоро вернутся домой. Глава 2. Путь их продолжается всю ночь и уже половину дня. Путь в неизвестность, двух Омега и толпы оборотней, которые знают, что ожидает выбранных, но хранят молчание. Чимин пытается вспомнить, сколько тварей пришло к ним в деревню и теперь окружают их с Тэхёном, но в памяти остались лишь желтые горящие глаза с плещущимися в них кровавыми отблесками пламени факела. Чимин опускает веки и сглатывает образовавшийся в горле ком, продолжая гладить по волосам уснувшего Тэхёна. Он пропускает сквозь пальцы чужие пряди и зарывается в них пятерней, находя в этих простых прикосновениях необходимое утешение. Что бы их ни ожидало, они разделят судьбу на двоих, а вместе уже не так страшно. Чимин упирается взглядом в дощатую стену. Отмечает, что паланкин был сколочен совсем недавно.
Дерево еще светлое и сохранило в себе свежий хвойный запах. Омега внезапно вспоминает, что так же пахло у деревенского дровотеса, к которому Омега часто приходил с папой. На полках дома этого Альфы была расставлена мелкая кухонная утварь и плетеные корзинки. Вдоль стен стояли ушатые бочонки. А еще там всегда было несколько, на всякий случай, заготовленных гробов. И Чимину кажется, что они также остро пахли сосновым спилом. Омега судорожно втягивает воздух и снова пытается сосредоточить свои мысли на оборотнях. Один, как видимо, самый главный среди пришедших, выбирал Омег. 4 несут на своих плечах паланкин. Но Омега смутно вспоминает, что также несколько высоких теней, почти скрытые ночной тьмой, стояли поодаль, а еще 2 или 3 помогли ему и Тэхёну дойти до паланкина. Помогли. Чимин грустно хмыкает от собственных мыслей, что протянутые жадные руки чужаков вдруг оценил как помощь, и осторожно обхватывает ладонями голову спящего Тэхёна, чтобы убрать со своих колен. Недолго смотрит на безмятежное, испещренное уродливыми ссадинами и синими разводами лицо и ложится рядом. Надо постараться уснуть, на время забыть о гложущем страхе. Чимин облизывает пересохшие губы, чувствуя, что нестерпимо хочется пить, а пустой желудок неприятно тянет от голода. Наверное, лучшим решением было бы постучать в стену, привлекая к себе внимание, и попросить у оборотней пищи или хотя бы несколько глотков воды. Но вместо этого Чимин упрямо закрывает глаза, поклявшись, что никогда твари не услышат его мольбы, хоть и понимает, что просить все-таки придется. Очень скоро ему или Тэхёну захочется в туалет. По всей видимости, Чимину удается крепко уснуть, потому что, когда сознание возвращается, он не чувствует привычного мерного покачивания. Пак тянется рукой в сторону, тормоша недовольно захныкавшего Тэхёна, и часто моргает, стряхивая с ресницы дрему. «Привет!» Обе омеги заходятся истошным криком и, упираясь пятками в пол, быстро отползают к самой дальней стене. Из темноты сгущающихся сумерков на них в упор смотрят горящие желтым глаза. Просунувшийся до пояса в распахнутую дверцу оборотень, пугаясь громких визгов, невольно отшатывается назад и, резко выпрямляясь, бьется головой о низкий потолок. Зашипев от боли, выбирается из паланкина и ударом ноги захлопывает дверцу. Чимин обеими руками крепко прижимает к себе скулящего от страха Тэхёна и тревожно вслушивается в ругань заглянувшего к ним волка, который отчетливо слышно на фоне язвительного смеха его собратьев. «Да ни за что на свете я к этим уродам в деревню больше не пойду», — громко возмущается оборотень, и его тут же перебивает насмешливый бас другого зверя. «От тебя, Хасок, больше не отправят. Вожак дал приказ доставить как минимум 5 омег, а ты только 2 ухватил». «Сам-то видел, из какого сброда мне выбирать пришлось», — огрызается оборотень, которого назвали Хасоком. «Тощие, бледные, посмотреть не на что». «Да ладно. Из каких это пор тебя не устраивает подобный вид омег?» Тэхён закрывает ладонями уши и жмется ближе к Чимину, когда хриплый хохот говорящего обрывается глухим звуком крепкого удара. За тонкими стенами раздается нечеловеческое рычание и клацанье мощных челюстей, сопровождающиеся топотом сильных лап, что когтями рвут под собой землю и шумом сошедших в битве тел. Под одобрительное улюлюканье оборотней 2 взбешенных зверя безжалостно рвут друг друга. И, судя по жалобному скрипу деревьев, с которыми сталкиваются дерущиеся, Чимин с ужасом понимает, что эти 2 могут запросто разнести в щепки случайно оказавшийся на их пути легкий паланкин. Бой заканчивается так же внезапно, как и начался. На мгновение стихают все звуки, а после омеги слышат многоголосое недовольное мычание явно разочарованных быстрым завершением драки оборотней и уже знакомый бас. «Ну, извини, согласен,
Был неправ. Засунь ты свои извинения себе под хвост, отзывается Хасок и отдает громкий приказ. Разводите костер! Восторженные крики сменяются треском сломанных ветвей деревьев. «Чимин!» — тихо шепчет Тэхён. «Я в туалет хочу». В ответ Омега лишь тяжело вздыхает. После всего услышанного ему точно срочно необходимо отойти в ближайший кустарник. Но никаких вариантов, как это можно было бы осуществить, не предлагает. Выбираться наружу невероятно страшно, но им внезапно приходят на помощь. «Ребятки», — вкрадчивым голосом говорит Хасок, а чтобы Омеги точно поняли, что данное обращение адресовано им, бьет кулаком в хлипкую стену. «Прогуляться не хотите? У нас привал». Оба Омеги неуверенно выбираются наружу и растирают затекшие ноги. Чимин украдкой оглядывается по сторонам и с радостью замечает, что почти все оборотни куда-то ушли. Лишь трое продолжают ломать руками ветки поваленного дерева, бросая их в жарко разгорающийся костер. Да неподалеку стоит Хасок. Чимин уверенно берет за руку пялящегося на твари Тэхёна и утягивает в сторону самых дальних кустов. Омега понимает, лучшего момента для побега и желать не стоит. Они ушли от деревни не так уж и далеко, всего в сутках пути до дома, и, если повезет, сумеют найти обратную дорогу. Рядом с ними мало оборотней, и все они увлечены огнем костра, а не перепуганными пленниками. Надо отойти как можно дальше, вроде как по нужде, скрыться за густой листвой кустарника, а потом бежать. Бежать как можно быстрее и тише, словно трусливым зайцем путать следы, и молиться всем известным богам, чтобы волки не обнаружили их исчезновение слишком быстро. О том, какое наказание ждет их деревню за побег двух глупых омег, Чимин почему-то не думает. Он нестерпимо хочет домой. Хочет еще раз крепко обнять отца и уснуть на своей мягкой кровати, заправленной руками папы. Как раньше, хочет слушать долгими зимними вечерами неторопливые рассказы дедушки и возиться с крохотными племянниками, придя в гости к старшему брату. Он хочет обратно, в свою деревню, в свой дом, где все знакомо, а его судьба была чиста и прозрачна, как вода в быстром ручье. Омега хочет вернуться, спасти себя и Тэхёна от неизвестной, но явно незавидной участи, которая уготована им оборотнями. Омеги, взявшись за руки, идут к кустарнику, и Чимин думает тихонько рассказать о своем решении соседу, как только они скроются от тварей за пышной листвой. Он уверен, что Тэхён хочет того же, и заранее предвкушает скорую победу, гордясь своим гениальным планом побега. Его жутко раздражает, что один из оборотней устремляется за ними вслед. «Зачем ты идешь за нами?» — резко оборачиваясь, спрашивает Чимин. «Нам надо в туалет». «А я должен проследить, чтобы вы не заблудились в темноте», — спокойно отвечает Хасок. «Будешь подсматривать, как мы сидим в кустах с голыми задницами?» Заданный вопрос, кажется, немного смущает оборотня. Он задумчиво скребет по щеке острыми когтями и хмурит брови, принимая решение, которое озвучивает спустя пару мгновений. «Можете идти одни, но учтите, если я услышу хоть один лишний шорох, хоть один звук, треснувший под вашими ногами сухой ветки, и до самого конца пути вы будете справлять нужду прямо у меня на глазах». «Что нас ждет в конце пути, и куда подевались остальные оборотни?» — тихо спрашивает Тэхён у Пака, когда они возвращаются обратно и залезают в паланкин, проигнорировав похабные крики волков, присоединиться к их компании и погреться у костра. Чимин хмурится, всем своим видом показывая, что ничего хорошего их точно не ожидает. А ответом на второй вопрос Тэхёна становятся громкие радостные вопли оборотней, шумно встречающих своих вернувшихся собратьев, и запах жареного мяса, который спустя несколько минут просачивается к омегам через щели в наспех сколоченных досках. «Есть хочется», — жалобно шепчет Тэхён и гладит ладонью свой заурчавший живот.
Так иди и попроси. Зло шипит в ответ Чимин. Поумоляй твари бросить тебе кусок. Тэхён грустно вздыхает и шумно сглатывает набежавшую слюну. Но выйти к оборотням не решается. А вместо этого он подползает ближе и обнимает упрямо сжавшего губы Чимина, который, сложив на груди руки и закрыв глаза, пытается снова уснуть. Но у него это не получается из-за разыгравшегося голода, мучившей жажды и шумной возни и разговоров оборотней. Они оба вздрагивают от неожиданности, когда дверца широко распахивается, и когтистая рука ставит на пол 2 миски. В одной несколько пресных ржавых лепешек и пучок неизвестный омегам, но, видимо, съедобной зелени, а в другой исходят паром крупно порезанные куски мяса. «Чимин, ты тоже увидел это?» С набитым ртом интересуется Тэхён, быстро уплетая свою долю ужина. «Видел, как оборотни похожи на нас, людей? Нам всегда рассказывали, что они страшные чудовища с волчьими мордами и телом, покрытыми короткой шерстью. А оказалось, что это все неправда». «Да, я заметил», — сердито отзывается Чимин, вяло жуя кусочек лепешки и пододвигая к Тэхёну свою порцию мяса. Он не хочет принимать пищу из рук тварей. Ему ничего от них не нужно, и поэтому берет из миски только серый, почти безвкусный хлеб. Я заметил их сверкающие в темноте желтые глаза и острые когти на пальцах. Они не похожи на нас, они звери. Дверца снова распахивается, и омеги видят перед собой любопытное лицо Хосока, но больше не пугаются его. Что бы их ни ожидало, это случится гораздо позже, и омеги чувствуют себя в относительной безопасности. Во всяком случае, пока продолжается их путь. «Вы наелись?» — интересуется оборотень и переводит свой взгляд с отвернувшегося Чимина на открыто смотрящего Тэхёна. «Хотите еще?» «А можно?» — робко спрашивает Ким, который до этой ночи в последний раз ел мясо, когда еще был жив его папа. И, увидев утвердительный кивок, добавляет: «И воды, пожалуйста». Оборотень подцепляет кончиком когтя край пустой миски, чтобы через минуту вернуться с ней же, но уже до краев наполненной ароматным пахнущим дымом мясом. Тэхён доверчиво тянется вперед, принимая из рук зверя тяжелую миску и флягу с водой, и неуверенно улыбается в ответ, заметив на чужом лице довольный острозубый оскал. «Кто здесь живет?» — озираясь по сторонам, спрашивает Тэхён. Дорога заняла около 3 дней. Во время пути оборотни делали еще пару привалов на отдых и охоту. Они неизменно щедро делились с пленниками пищей и водой, позволяли им немного погулять под неустанным присмотром внимательных желтых глаз. Иногда отпускали их в сторону странные шутки, непонятные омегам, но искренне веселящие всех оборотней. И каждый раз Чимин с нетерпением ждал подходящего момента для побега. Но ни один его шаг или жест не оставались незамеченными высоким зверем, который забрал его и Тэхёна из родной деревни. «А мне откуда знать?» — раздраженно отзывается Чимин. «Сколько ты еще будешь задавать вопросы, на которые я, как и ты, не знаю ответ?» Тэхён слегка пожимает плечами, мол, сам не знаю, сколько еще это будет продолжаться, и не прекращает с неподдельным интересом оглядывать и исследовать все вокруг. Не обращая внимания на неодобрительный взгляд Чимина, который забился в один из углов, едва оборотни завели их в этот странный дом, Тэхён несколько раз обходит небольшую комнату. Любознательный омега кончиками пальцев проводит по неровной каменной кладке холодного очага, ерзает на широком стуле, стараясь устроиться поудобнее, бросает эту затею и скрипит створками стоящего узкого шкафа, после чего увлеченно копошится на его полках, поочередно берет в руки найденные небольшие берестяные коробочки и тщательно обнюхивает хранящиеся в них травы. Громко фыркает и несколько раз чихает, случайно вдохнув особо едкий запах, и отбегает к противоположной стене, чтобы отдышаться. Он ложится грудью на подоконник
и высовывает в распахнутое окно голову. Но тут же испуганно отшатывается назад, услышав оглушающий смех приставленных охранять дом оборотней, которые заметили его и радостно предлагают познакомиться поближе, наперебой выкрикивая собственные имена. «Долго ты еще будешь мельчешить перед глазами?» — не выдерживает Чимин, и Тэхён, понуро опустив голову, присаживается за щедро накрытый стол. Ким обводит голодным взглядом расставленные миски и глиняные кувшинчики. Долго смотрит на плетеный кузовок с крупной и даже на вид сладкой земляникой, но не решается взять даже несколько ягод. Он не знает, кому принадлежит выставленная пища, и согласится ли хозяин дома поделиться ей с двумя проголодавшимися омегами. Тэхён шумно сопит, размышляя спросить у Чимина, не сильно ли рассердятся оборотни, если он возьмет немного ароматных ягод. Но прежде чем успевает это сделать, раздается скрип открываемой двери. Вошедший в дом оборотень Альфа замирает на пороге и внимательно рассматривает то медленно поднимающегося на ноги Чимина, то испуганно округлившего глаза Тэхёна, который старается незаметно отойти от стола, чтобы пришедший не подумал, что он хотел взять без спроса его еду. Остановив свой выбор на втором омеге, Альфа слегка растягивает губы в успокаивающей улыбке и делает широкий шаг в сторону Тэхёна. «Не бойся, я лекарь», — негромко произносит Альфа, подойдя вплотную к задрожавшему и зажмурившемуся от ужаса омеге, и хмыкает, услышав за своей спиной непроизвольное утробное рычание второго. «Я пришел осмотреть тебя». «А может, не надо?» — сдавленно пищит Тэхён, когда когтистые пальцы дергают его за ворот рубахи, безмолвно приказывая ее снять. «Надо», — строго отзывается оборотень и указывает омеге настоящую вдоль стены высокую скамью. Изумленный всем происходящим, Чимин неотрывно следит, как Тэхён дрожащими руками стягивает с себя указанную вещь и, стыдливо прикрывая голое тело, обреченно вытягивается на лавке. Оборотень присаживается рядом. «Меня зовут Ким Сак-джин», — тихо представляется Альфа. Он недовольно цокает языком и качает головой, быстро скользя ловкими пальцами по выступающим ребрам омеги, а после начинает мягко ощупывать впалый живот, чутко вглядываясь в лицо своего пациента. «Здесь не больно?» Омега каждый раз отрицательно мотает головой, когда оборотень особенно сильно жмет на какие-то одному ему известные точки и места. И не дергается, когда лекарь внимательно осматривает уже покрытые мелкими трещинками ссадины и пожелтевшие гематомы на его лице. «Голова не кружится? Не тошнит?» — спрашивает у Тэхёна Сак-джин, и, получив привычный отрицательный ответ, довольно кивает головой. «Тебе необходимо лучше питаться и больше отдыхать. Займитесь этим в ближайшее время, пока у вас все еще есть такая возможность». Лекарь делает приглашающий жест в сторону накрытого стола. Он неожиданно весело хмыкает, увидев, как Ким, быстро напялив на себя рубашку, обеими руками подхватывает кузовок с земляникой. Ласково трепет омегу по волосам и заговорчески ему подмигивает. «И насчет синяков не переживай. До свадьбы заживут». «До чьей свадьбы?» — испуганно спрашивает Тэхён у Чимина, едва за Альфой закрывается дверь. В ответ омега лишь раздраженно отмахивается и тоже садится за стол. Чего бы ни придумали оборотни, Чимин в этом участвовать не собирается. Он непременно сбежит, вернется домой и поэтому прислушивается к совету лекаря. Им действительно нужно больше есть и отдыхать. Им понадобится много сил для побега.